Доброе утро! Вам, наверное, очень интересно узнать, куда мы идем в столь ранний час через чудесный город Нерехта, основанный в 1214 году, мимо его прекрасных домов 19 века, мимо храмов и мимо его уютных зеленых улочек. Правда, сейчас мы уже вышли из города и идем по дороге, ведущей в сторону Костромы. Наверное, для того, чтобы посмотреть на остатки троллейбусной сети, которая закрылась там буквально неделю назад. Да ладно, нет, конечно. Кому нужен костромской троллейбус? Камон. Мы идем, чтобы сфотографировать электровоз ЧС-7-011, о котором я уже снимал видео в сентябре прошлого года. А я вам сейчас покажу, откуда на корпоративные цвета РЖД готовилось нападение. Вот, у меня даже карта есть. Карта Северной железной дороги. И мы находимся на перегоне Нерехта-Космынина, где прямо сейчас поедет пассажирский поезд номер 2 Москва-Владивосток, а повезет его электровоз ЧС-7-011. Единственный электровоз ЧС-7 из живых, который окрашен не в корпоративные цвета РЖД, не в красно-серый. Электровоз имеет окраску локомотивного депо имени Ильича, синюю с белыми полосочками. И самое интересное, что когда в мае 2023 года он в очередной раз проходил средний ремонт в Ярославле, ему сохранили эту окраску, и таким образом он стал электровозом с так называемой ретро-ливреей. За такого красавчика можно только поблагодарить Московскую дирекцию тяги. А также хотелось бы напомнить, что есть и другие ЧС-7 в окрасках, которые стоило бы восстановить. Например, на базе запасов Кустаревки есть ЧС-7-203, имеющая окраску завода Шкода. А также довольно много электровозов так называемых «молний», то есть в окраске депо Москва-Пассажирская-Курская. Будет очень круто, если локомотивы в таких окрасках вновь появятся на железных дорогах. Скажи что-нибудь про этот автобус на автобус-мастерском. Автобус Лясу 5256.53 с клеенными окнами. Едет электричка ИП 2D. Сообщением Нерехта, Кострома. Сейчас мы увидим ИП-2D в окраске не ЦППК. Ну что, понравилась тебе железнодорожная ветка Ярославль-Кострома? Давай, рассказывай. Обалденная ветка. Электрифицированная, но при этом малодеятельная. Ну, если исходить из того объема движения, который здесь есть. Порядка 4 электричек, 2 пассажирских и 1 пары грузового. Запасной ход Транссиба очередной, потому что ведь она так или иначе выходит на Транссиб. Потому что она не заканчивается в Костроме. Начиная с Ярославля, эта одна путка проходит аж до станции Галич. И поезд Москва-Владивосток ходит здесь. Это тоже очень интересно. А еще здесь ходит поезд Москва-Кострома. Прежде чем ехать в Ярославль, чтобы смотреть на автобусы, троллейбусы и трамваи, я хочу показать вам эту чудесную, красивую электричку ЭД-4М 439 2013 года выпуска. Поезд приписан к депо Данилов, и вы можете видеть, что он оформлен в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Эту окраску поезд получил к 9 мая 2022 года. Например, здесь есть паровоз, похожий на ФД, момент установки знамени на Рейхстаг, санитарный вагон, бронированный паровоз. Но самое интересное, что, судя по всему, это не оклейка, а самый настоящий рисунок, нарисованный профессиональными художниками. В общем, очень красивая электричка. Хотелось бы, чтобы в России таких электричек стало еще больше. Круто! Не успели приехать в Ярославль и сразу увидели одну из гармошек. О, вкусная точка, местный Макдональдс. Интересно, как туда пройти? Блин! Ярославль, ты серьезно? Надземный переход? Варламова на вас не хватает. О, лифт.
Ух ты, надо же, лифт не работает. Какой сюрприз. Как тебе надземный переход? Прекрасный античеловеческий надземный переход. Зато есть трехэтажный дом, такое ощущение, что из этих крутых коротких лестничных маршей с неработающим лифтом. Ну, в общем, будь я старой бабулей, я бы проклял все и не поднялся. Я бы сдох на этих ступеньках и проклинал бы всех, кого можно. Я думаю, вы прекрасно видели, что лифты в этом переходе не работают. А если бы я был с детской коляской, с велосипедом, если бы я был стариком, хромоногим и так далее и тому подобное, то как бы я должен был переходить Московский проспект? Мне кажется, что подобное сооружение — это какое-то дичайшее средневековье. И что мешает нарисовать здесь зебру, мне совершенно непонятно. В конце концов, город же не только для автомобилей, но еще и для людей. Неужели это еще кому-то нужно объяснять? Сейчас мы с вами прокатимся в троллейбусе ЗИУ-682Г, какой-то там модификации, неважно. Это тот же ЗИУ-9, просто с новой мордой. Ну как с новой? 2000-е годы. Поехали. Почти все троллейбусы в Ярославле, которые нам сегодня повстречались, расклеены рекламой. Ярославль, берите пример с Великого Новгорода. Они к моему приезду содрали рекламу даже со Шкоды. Не говоря уже о том, что почти вся эта реклама выглядит просто отвратительно. Например, вот этот тролль за Optima в рекламе «Шашлык-машлык». Вы только посмотрите, как будто бы какой-то школьник рисовал это в Paint с использованием каких-то стандартных уродских шрифтов. Кто только делает так рекламу? Неужели нельзя нанять хорошего дизайнера? И это была бы отличная подводка к рекламе какого-нибудь дизайнерского агентства или онлайн-школы, но, к сожалению, со мной пока никто не заключил договор на рекламную интеграцию. Поэтому вы можете стать спонсорами моего канала по ссылке в описании. И вам станут доступны эксклюзивные видосики, спонсорский чат, а также скидки на сувениры моего канала. Алло. А у тебя еще остались твои крутые кружки? Да, конечно, остались. Вы еще можете успеть их заказать. Замолчи и возьми мои деньги. Стонкс! Nothing but the gangster shit. Мы приехали на Ярославскую детскую железную дорогу, при входе на которую нас встречает экспозиция из снегоочистителя ЦУМС 1930-х годов, из вагонов оперы 1950-х годов, а также из старинной бочки 1903 года выпуска. Кстати, если вы думаете, что все светофоры на железной дороге называются семафорами, то нет. Светофоры на железной дороге называются светофорами, а семафор находится за моей спиной. Это механическое средство сигнализации, у которого есть вот это красное крыло, по положению которого машинист понимает, можно ему ехать или нельзя. Первоначально Ярославская ДЖД была запущена в 1946 году. Она располагалась в Заволжском районе города на берегу Волги. В 1958 году было затоплено Горьковское водохранилище, в результате чего были размыты берега Волги, и ДЖД была закрыта. Нынешняя Ярославская ДЖД была открыта 17 апреля 1970 года, тоже в Заволжском районе, но на этот раз уже в Яковлевском бару. На ДЖД есть две станции,
Пионерская и Яковлевская, а также 3 остановочных пункта. Локомотивное депо расположено на станции Пионерская. На сегодняшний день локомотивный парк детской железной дороги представлен паровозом ГР-332 1951 года выпуска, тепловозом Ту-7А 3349 2008 года выпуска и тепловозом Ту-10-024 2013 года выпуска, который сегодня и работает с поездом. Тепловоз Ту-10 спроектирован в 2010 году на Камбарском машиностроительном заводе. Всего их построено 33 штуки. Тепловоз имеет неоднозначную внешность, за которую некоторые называют его рельсовой маршруткой. Что до меня, то мне больше нравится форма тепловоза Ту-2 с его огромными круглыми фарами. Но Ту-10 тоже довольно неплохо, особенно в такой окраске. Одно можно сказать с уверенностью. Ту-10 гораздо круче, чем кратовский Ту-2К, и уж тем более он круче, чем иркутские переделки тепловоза Ту-2, который выглядит вообще как невесть что. Ну нахер. Отец. Если у вас есть опыт управления тепловозом Ту-10, поделитесь им, пожалуйста, в комментариях. Каково это — управлять железнодорожной маршруткой? Или не маршруткой, а нормальным тепловозом? В любом случае, ждем вашего экспертного мнения. А давайте мы с вами ненадолго переместимся в мои фотоархивы и посмотрим, какие локомотивы были на Ярославской ДЖД в 2007 году. Именно тогда я впервые посетил это место. Например, в депо стоял тепловоз с механической коробкой передач, почти как в автомобиле, Ту-6А 2360. Позже он был списан. Также здесь был тепловоз Ту-7А 2866, который в дальнейшем попал на Октябрьскую железную дорогу. И, наконец, паровоз ГР-332 стоял в качестве памятника, вместо того, чтобы возить пассажиров. Также на этих фотографиях можно видеть, какой Ярославская ДЖД была до реконструкции. И ставьте лайк, если согласны со мной, что до реконструкции любая ДЖД смотрелась лучше, чем после реконструкции. В особенности это касается кратовских тепловозов Ту-2К. Господи, кто только рисовал их дизайн. А еще на Ярославской ДЖД были 2 тепловоза Ту-3 чехословацкого производства. У себя на родине они обозначались как Ту-47. Машина 003 была 1957 года выпуска, а машина 043 была 1959 года выпуска. К сожалению, тепловозы Ту-3 не дожили до наших дней. 43-я машина была списана в 1993 году, а 003 в 1996. На сегодняшний день в России сохранился один тепловоз Ту-3-001, который находится на Малой Царско-сельской железной дороге в Петербурге. А также в 2015 году из Чехии в Екатеринбург привезли тепловоз Ту-47-021. А еще 2 тепловоза Ту-3 есть в Украине, 1 в Литве и 9 штук тепловозов Ту-47 есть в Чехии. Весело живут путейцы Ярославской ДЖД. А теперь моя любимая рубрика «Режим Варламова». И сегодня у нас обзор благоустройства детской железной дороги в Ярославле. Для начала здесь есть крутая аллея с именными туями, каждую из которых посадили, видимо, юные работники детской железной дороги. Например, вот эта маленькая туя посажена в день бракосочетания Михаила и Ирины Васильковых. Честно говоря, понятия не имею, кто это такие. Предполагаю, что это бывшие работники ДЖД, которые в день свадьбы решили приехать к себе на ДЖД и посадить на память вот эту чудесную тую. Смотрим дальше. Плитка уложена достаточно качественно, а лавочки установлены без спинок. Здесь есть дизайнерские урны для мусора из бетона. И, конечно же, здесь есть детская площадка. Куда же без детской площадки? Как всегда, паровозик, который даже близко не похож на паровозик. Снова мы видим фанерную коробку, к которой приделали круглые фанерные блинчики, имитирующие колеса. Ну почему до сих пор ни один производитель детских площадок не может сделать нормальный паровоз для детской площадки? Ну серьезно, что это? И почему именно Московский Кремль? Неужели нельзя было придумать детскую площадку, напоминающую локомотивное депо, например? А дикторша тараторит. Тра-та-та-та-та-та. Красивый разноцветный фонтанчик. Здесь даже есть общественный туалет. На платформах установлены стильные красные навесы с на вид весьма удобными лавочками. Сейчас я ее затестирую. Не хватает разве что подлокотников, но все равно лавочка довольно крутая. Парковка для велосипедов на месте.
Цветник и малая архитектурная форма. Прекрасно. Лавочки с крутой, удобной спинкой. Все-таки присутствуют. Моя оценка благоустройства Ярославской ДЖД 8 Ильей Варламов из 10. Здесь все круто, но на мой личный диванный экспертный взгляд, детская площадка здесь должна быть все же тематическая. Камон, где Московский Кремль и где Ярославская детская железная дорога? Я самым наглым образом зашел в локомотивное депо и обнаружил здесь под парами паровоз ГР-332. Вот он, зеленый красавчик 1951 года выпуска. А вообще строились паровозы ГР с 1947 по 1956 год в немецком городе Бабельсберг на заводе имени Карла Маркса. Всего их было построено 420 штук, эксплуатировались они в Германии, а также в СССР. Наш герой изначально эксплуатировался на Гайворонской узкоколейке в Украинской ССР, а в 1995 году был передан сюда, на Ярославскую ДЖД, где установлен в качестве памятника. В 2018 году силами депо Санкт-Петербург-Московский паровоз был приведен в работоспособное состояние и вернулся на Ярославскую ДЖД, где радует нас своим потрясающим гудком и зелеными красками. Пора снимать Ту-10. Нам крупно повезло, потому что паровоз вышел из депо и сейчас потащит пассажирский поезд. Это гораздо интереснее, чем скучный Ту-10. Паровоз, но скакалейки на детской железной дороге. Вы только вдумайтесь, машинистов паровозов до сих пор обучают, и это круто. Кому-то же нужно, в конце концов, водить туристические поезда, вроде поезда Деда Мороза. Я вас немножко обманул, потому что выяснилось, что паровозом управляют не юные железнодорожники, а вполне себе обычные.
Ярославская детская железная дорога работает летом с четверга по воскресенье, а также в мае и в сентябре по выходным и по праздничным дням. Время работы с 10:30 до 16:00. И я определенно рекомендую вам ДЖД к посещению. Даже если вам не слишком интересны поезда, все равно вы получите здесь хорошее впечатление. Ну а мы с автобус-мастером продолжаем исследовать город Ярославль. Как тебе Ярославская ДЖД? Очень круто. Очень здорово, очень круто, очень самобытно. Паровоз — это, конечно, однозначно лайк. Это вообще прекрасно. Живой паровоз узкоколейный. Мне кажется, чуть я не первый раз снимаю. Я не помню, снимал просто в Питере его или нет такой. Но, в общем, прикольно, прикольно. Достойный объект. Ставлю 5 звезд. А теперь эксклюзив для тех, кто решил не перематывать сюжет про Ярославскую ДЖД, несмотря на то, что я уже его выкладывал. Это видео снято в 2007 году, когда мы с моей мамой приезжали в Ярославль. Пока я катался в кабине тепловоза, она снимала этот видосик. Оригинальное видео длится 17 минут, и полная версия будет доступна на вкладке «VK Донат» в моей группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. А для всех остальных я отобрал лучшие моменты. Приятного просмотра! Можете сейчас фотографировать? Все, готово. Это не для съемки. Я нахожусь на конечной остановке Ярославский шинный завод, и настало самое время рассказать вам о ярославских троллейбусах. Ярославский троллейбус был запущен 7 ноября 1949 года. Движение открывали красавцы МТБ-82. В 1969 году система перешла на ЗИУ-5, а к началу 80-х уже на ЗИУ-682 или на ЗИУ-9, кому как больше нравится. С 1998 по 2002 год Ярославль закупал троллейбусы-гармошки ЗИУ-6205. К сожалению, ни один из них до наших дней не сохранился, но их можно было встретить еще в 2010 году. Они тогда были модернизированы. Хотите невероятный факт? В Ярославле выпускали троллейбусы ЯТБ, при этом в Ярославле никогда не ходили троллейбусы ЯТБ. Все просто. Ярославский троллейбус открылся уже после того, как эти троллейбусы были сняты с производства. Пик развития ярославского троллейбуса пришелся на конец 80-х годов, когда на 10 маршрутов выходили 100 троллейбусов. К сожалению, сейчас троллейбус сильно деградировал. Так, по будням выходит 69 троллейбусов, а по выходным всего лишь 57. Довольно скудно и грустно.
На сегодняшний день парк представлен троллейбусами ЗИУ-682, правый троллейбус, трользами Оптимами, левый троллейбус. Также есть троллейбусы Мегаполис, ВМЗ Авангард, ЛиАЗ 5280, троллейбус в кузове автобуса ЛиАЗ 5256. Кстати, представляете, а в Ярославле ведь были троллейбусы, построенные Министерством обороны. Но как построенные? Это был капитальный ремонт обычных ЗИУ-682, который выполняла 81-я центральная инженерная база. Среди их поделок были в том числе ЗИУ-682 с мордами от автобуса МАЗ-104. Такие интересные троллейбусы были только в Ярославле. Не сказать, что они были красивыми, но определенно какая-то изюминка в них была. Ручной подсчет этих троллейбусов показал, что их было построено 17 штук, а последний из них был списан в 2019 году. Самый интересный троллейбус Ярославля — это Трольза 62052.01. Вот такой же, только гармошка. В Ярославле есть два таких троллейбуса, всего их было 5 штук. 2008 года постройки. И, между прочим, ярославские Трользы-гармошки являются последними троллейбусами этой модели вообще в России. Так что Ярославль является обладателем потенциально музейных троллейбусов. А потому, когда срок службы последней такой гармошки подойдет к концу, ее следует сохранить и поставить в Ярославский музей городского транспорта, если, конечно, он здесь есть. А если нет, то передать его в какой-нибудь существующий музей. Гармошка.
Пускай этот троллейбус несовременный, с высоким полом, без USB-розеток, но все равно он вызывает у меня положительные ностальгические впечатления. Этот скрип резины, этот ветер, вырывающийся через огромные форточки, этот шум мотора и эти пшикающие двери, а также клацающие контакторы за спиной водителя. Такого в Москве уже давно не осталось, да и вообще в России. Так что спешите прокатиться в этом чудесном троллейбусе. Единственный его минус — это то, что он в рекламе. Внешне выглядит некрасиво. И к тому же какие-то гении полностью залепили этой рекламой заднее стекло. Руки будем поотрывать. Вот такой интересный троллейбус. Даже 2 сохранились в Ярославле. И я надеюсь, что когда их срок службы подойдет к концу, они не будут выброшены на свалку истории в виде груды металлолома, а отправятся в достойное место в музее. Лучше всего это будет музей Петербурга, но в принципе можно отправить и в Московский музей. А лучше всего организовать новый музей в Ярославле. Это была бы потрясающая точка притяжения для туристов. Музей электротранспорта. Да даже в Москве такого до сих пор нет. Я провозглашаю тролль за гармошки неофициальными символами Ярославля и призываю содрать с них рекламу и привести их в достойный внешний вид. В конце концов, теперь это изюминка Ярославля. Последние российские высокопольные троллейбусы-гармошки. Их следует содержать в приличном состоянии, потому что за ними к вам приезжают различные туристы, вроде меня. Хотелось бы видеть такие крутые троллейбусы более симпатичными. Моя оценка ярославскому троллейбусу... 3 Санкт-Петербурга из 10. Санкт-Петербургами я оцениваю троллейбусные системы. Троллейбусы здесь ездят быстро и достаточно регулярно, но посмотрите, какие они грустные, все в рекламе. Хотя бы внутри выглядят относительно прилично. Но в любом случае здесь срочно нужно закупать новый подвижной состав. Потому что когда троллейбусы в городе выпущены в 2000-е годы, а все автобусы современные, ничего не будет удивительного в том, что люди такие: троллейбус старый, он убыточный, поэтому давайте мы все закроем, снимем провода и закупим экологичные автобусы с двигателем Евро-5, потому что это гораздо проще и экологичнее, чем троллейбусы, которые к тому же создают выбросы на теплоэлектростанциях. А поэтому я желаю Ярославлю как можно быстрее начать обновлять подвижной состав и закупить вместо этих старых кастрюль адмиралы, БКМы, МАЗы и другие современные троллейбусы с автономным ходом, USB-зарядками и прочими приблудами, которые необходимы любому современному транспортному средству. А когда троллейбусы станут такими же современными, как автобусы, то всякие умники перестанут говорить глупости вроде того, что троллейбус морально устарел. Конечно, он морально устарел, если подвижной состав не обновлялся больше 10 лет. Они очень печальные внешне. Внутри они еще ничего, и вроде ездят они более-менее как-то. И даже там автоинформаторы есть, вроде как-то все это. Валидаторы есть, то есть пришел, карточку приложил, все окей, да. Ну блин, ну когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что, ё-моё, этот троллейбус спроектировали в каком там, в 70-м году, наверное. Ну, тролль за Optima, это считай тот же ZU-9. Конечно, когда видишь такой троллейбус, желание его скорее от него избавиться, желания никакого иного не возникает. Не пользоваться, не еще что-то, да. Ну, только если он, конечно, более-менее хорошо ходит. И, например, стоит дешевле, чем какой-нибудь там автобус, да, например, или еще что-то. А вот тогда да. А в иных случаях, как бы, ну, реально, то есть, вот если сейчас посмотреть на местные автобусы, да, они гораздо в более выигрышной ситуации в сравнении с этими троллейбусами. Как ни крути. Ну, было бы здесь хотя бы вся система из этих авангардов, в таком виде. Они были бы хотя бы, ну, модели такой, да, все низкопольные, там даже в Сарате Троллза Мегаполис, самый неудачный по компоновке троллейбус, какой может быть, да, в сравнении с тем же БКМ 321, который, по сути, эталон в плане компоновки. Ну, и авангарда с примером тоже такая более-менее ничего. Вот. Но это было бы лучше, чем вот эти вот высокопольные старые утюги. Посмотрите, дорогие ярославцы, на современные троллейбусы. МАЗ-203Т, Авангард, Витовт, БКМ-321, Альгерд, ПКТС Адмирал. Представьте, что такие троллейбусы могли бы ездить в вашем городе. Они были бы гораздо круче автобусов, поскольку не засоряют окружающую среду вонючими выхлопами. И даже газовые автобусы хуже троллейбусов. Как минимум потому, что они нагревают воздух вокруг вас. Дорогие ярославцы, требуйте у вашего мэра новых троллейбусов. А мы переходим к трамваям. А пока мы идем на трамвайную линию, напишите в комментариях, что это за интересный такой подъемный кран. Я в них не разбираюсь, но очевидно же, что это что-то клевое и достаточно редкое.
трамваи поехали по Ярославлю 30 декабря 1900 года. Таким образом, Ярославский трамвай – один из самых старых трамваев в России. Пик развития системы пришелся на 1985 год, когда в город выезжали 9 маршрутов, на которых работали 170 вагонов, а длина путей составляла почти 67 километров. В городе работали 2 трамвайных депо. По состоянию на 2023 год в городе действуют 4 трамвайных маршрута, на которые выходит 67 вагонов. Протяженность путей сократилась до 45 километров, а одно трамвайное депо было закрыто. К сожалению, деградация налицо. Кроме того, до 2007 года по городу ездили трамвайные поезда, то есть система многих единиц. Но, к сожалению, их убрали, и так они на маршруты и не вернулись. Что тоже довольно прискорбно и плохо влияет на пассажировместимость трамвая. О, я нашел красивый троллейбус в Ярославле. Все бы троллейбусы так выглядели, было бы превосходно. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Рекламных попугаев. Некоторые ныне закрытые трамвайные линии я успел застать, когда побывал в Ярославле в 2007 году. Это такие линии, как Большая Октябрьская улица, улица Победы от бывшего депо номер 3 до Большой Октябрьской улицы, конечная Мукомольный переулок, а также линия к Ярославлю главному. Таким образом, мне посчастливилось повидать живьем эти крутые трамвайные линии. И кроме того, я застал в Ярославле трамвайные вагоны КТМ-8, которые к 2008 году были все исключены из эксплуатации. Трамвайный парк Ярославля на сегодняшний день представлен вагонами КТМ-19 2004-2008 годов выпуска. Вот один из них у меня за спиной. Причем здесь есть как чисто ярославские, так и переданные из Москвы вагоны. А также в Ярославле осталось 8 вагонов КТМ-5 конца 80-х годов. Очень скоро их не останется и вовсе. Туда им и дорога, этим страшным сараям. Сейчас трамвайные вагоны в Ярославле старые, рельсы тоже так себе, ездят вагоны не слишком быстро, но скоро все это останется в прошлом, потому что правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мависта региона Ярославль». Господи, гениальное название, просто гениальное. Концессионное соглашение заключено на срок 30 лет, а к его реализации приступит уже в этом году. В рамках концессии будут отремонтированы все трамвайные пути, 8 тяговых подстанций, а также будут закуплены трамвайные вагоны «Львенок». Первый из этих вагонов уже прибыл в Ярославль для обучения водителей. И таким образом скоро ярославский трамвай, я надеюсь, заиграет новыми красками. Но главный недостаток ярославского трамвая, на мой взгляд, это отсутствие трамвайных линий ко всем железнодорожным вокзалам. Ни к Московскому, ни к Ярославлю главному трамваи не заезжают. Мне одному кажется, что железнодорожный вокзал — это достаточно важная точка притяжения, чтобы запускать туда трамваи. Также, мне кажется, хорошей идеей построить трамвайную линию на Московском проспекте, на одной из главных транспортных артерий Ярославля. Линию можно было бы разместить по центру проспекта, а к остановкам проложить зебры. Таким образом, у нас появилась бы новая транспортная связь, а также множество наземных пешеходных переходов, которые были бы удобны для всех жителей города. А дурацкий надземник около Московского вокзала нужно снести или сделать там магазины. Камон, невозможно пользоваться этой фигней как транспортным объектом. А сейчас мы с вами оценим состояние трамвайных путей на некоторых улицах. По 10-бальной шкале, где 0 — это Воронеж и 10 — это Прага. А теперь наша новая рубрика «Воспоминания автобус-мастера», когда он еще не был автобус-мастером, но уже любил автобусы и считался автобус-мастером, хотя и не назывался автобус-мастером. Я помню этот день как сегодня, как сейчас. Это был теплый осенний день 2010 года. Мы приехали в Ярославль. Я помню, как мы пришли пешком на конечную Ярославский шинный завод. И какая картина была перед нами, пока мы шли туда. Да и там в целом куча снующих икарусов разных
модификаций. 2 двери, 3 двери. Это может быть и точка 64, и 33, и 0,8, и 0,3, и 0,4. Город кишил огромным количеством разноплановых венгерских гармошек. Да, многие из них были БУ, потому что всякие там точки 3, вот эти все, не все приходили в Советский Союз, тем более в Россию. Тем более с такими кабановками, когда там 3 двери, например, да, и задние нету. Суть в том, что они были пестрые, цветные, их было очень много. Глаза разбегались. Также было много, очень много лязов 52-56. Разных модификаций, разной степени ушатанности, раскрасок, видов. Тоже вот смотришь туда-сюда, сюда-туда. МАЗы 104. 2 года назад мы за МАЗами 104 летали в Новосибирск. А в 2010 году для нас они ничего не значили, ну просто МАЗы какие-то. Мы даже не вникали, что это прям МАЗ-104, что это такое, что-то невероятное, да? Вот, а их было тоже толпами. И вот это все такое разное, цветное, туда-сюда, сюда, туда. А что сейчас? На дворе июль 2023 года. Конечная остановка Ярославский шинный завод. И ничего этого нет. Теперь здесь совершенно другие автобусы. Более современные, более комфортабельные, красивые, да? Ну, другие. Вот так, дорогие друзья. Проходит время, и мы видим трамвай! Внезапно в Ярославле мы нашли трамвай. Боже, я помню эту дорогу, но, кажется, это совсем другая история. За эти 13 лет транспорт Ярославля сильно изменился. Причем изменения в автобусном плане произошли буквально этой весной. Да? Город перешел на так называемые брутто-контракты. С рынка ушел главный муниципальный перевозчик Ярославская ПАТ со своими старыми лязами, мазами. Конечно, это не те лязы и мазы, которые были в 2010-м, совершенно уже не те, но, однако, уже и не подходящие под новые реалии этих самых контрактов. И теперь в городе ездят желтые опрятные лязы 52-92-65, лязы 42-92, мазы 203, 206 и ФАЗ 52-99. Что-то там. Волгобас 42-98.G4, газовый автобус среднего класса с переменным уровнем пола, с классическим двигателем в задней части. И даже маршрутки преобразились. И я говорю, это уже не те классические желтые газельки, это уже новые желтые газели City A68. Также здесь есть китайские автобусы Lotus, собираемые где-то в России. В общем, винегрет здесь нынче такой. Как-никак, обновление парка — это дело все-таки хорошее. И мне в целом нравится. Вот, пожалуйста. Смотрите, какой замечательный экземпляр. Тот самый Волгобас 4298.G4. Я автобус. О, привет, автобус. А я Игорь. Я автобус. Нет, ты волжанин 4298. Я автобус. Нет, ты не ФАЗ 5299. Автобус мастера на вас не хватает. К сожалению, мне не хватило времени, чтобы записать концовку в городе, а потому я сделаю это сейчас, в тамбуре поезда Ярославль-Москва. Ярославль получает от меня 6 ярко-желтых автобусов из 10. Давайте разбираться, почему такая оценка. С автобусами все понятно, они новые, они блестящие, они яркие и красивые. У них есть кондиционеры, низкий уровень пола, и у них разнообразный модельный ряд. Мне было приятно их фотографировать, несмотря на то, что эти модели мне не слишком интересны. Что касается электротранспорта, то с 2010 года он абсолютно никак не развивается. Не появляются новые вагоны, не появляются новые маршруты, не ремонтируются пути и провода. И если у трамвая вроде бы появился свет в конце туннеля, то троллейбусом, судя по всему, заниматься здесь никто не собирается. И если так пойдет и дальше, то Ярославль рискует остаться вообще без этого вида транспорта.